Всем привет! Вы находитесь на канале Ручная Сборка. И сегодняшнее видео я посвящу отрезному токарному резцу. Потому что многие утверждают, что на самодельном станке невозможно отрезать, отрезным резцом. Но я сейчас докажу обратное. Правда, мое видео больше будет похоже на токарное извращение. Потому что я не умею точить резцы. И у меня, выходит вот такая вот стружка. Жженая, каленая, бывает даже аж красная. Ну и все-таки после того, как он вообще не отрезал, ломал резцы, наконец-то хоть что-то, какой-то результат. Я понимаю, что после просмотра моего видео специалисты токарного дела скажут, что мне и к врачу пора и так далее, но... А у кого, например, не получается отрезать, может быть, возьмут на вооружение производства моего резца, скажем так. Потому что я смотрел на ютубе пружинный резец. В общем-то, я сделал пружинный резец, просто его упростил. Только там слишком много геморроя, заморочек, нужен фрезерный станок и так далее и тому подобное. Я сделал проще. Вот он, мой резец. Этот резец у меня был поломан. Пластинка отскочила у меня при попытке отрезать. Я ее просто приварил на сварку. Сейчас навряд ли будет видно. Приварил на сварку. На самом резце сделал фаски, чтобы сварка поглубже попала. И для того, чтобы потом при затачивании резца, то есть если фаску не сделать, и когда резец будете затачивать, здесь сварку сбивать, вся сварка уйдет и он отвалится. Нужна фаска обязательно. И он держится, отрезает и держится. Я ему уже отрезал. И вам сейчас покажу, как он его отрезает. Работает. А делов всего лишь ненужный резец старый. Пилим ближе к этому краю, чтобы была державка осталась для зажима. И кусочек рессоры волговской я поставил. То есть просто произвольную планку вырезал. Она даже уже, чем державка от резца. Вот, и первый, который я сделал резец, это, вот. Но его у меня сломало. Намного длиннее рессора. И его, загибало под деталь. Но зато он точил почти на автомате, можно сказать. Я загонял этот резец под деталь. И рессора пружинила. Я просто отпускал ручку штурвала. И на автомате просто отрезалось. Ну и в итоге добаловался. Я еще раз говорю, это просто токарное извращение. Но может быть кто-то возьмет на вооружение. Вот, а сейчас я вам покажу, как он режет, отрезает. Например, могу показать, как отрезал трубу. Вот он срез. И сейчас вам покажу, как это, именно вот на этой трубе я и покажу, как он отрезает. А вот шайба, которую отрезал. Синяя, и что? Зато ровная шайба. Уже какой-то плюс. Потихоньку продвижение в производстве, в доделывании станка моего идут в гору. Хоть как-то, но я могу уже резать на нем. Так, а сейчас покажу, как он режет.
Сейчас вы видели, искры летели, но это искры летели от боков резца, ну, сбоку, то есть потому что я такой точильщик. Я не люблю заморачиваться, когда не знаю на будущий результат. Поэтому я так слегка сбил сварку и попробовал точить. Ну и тут же решил показать вам. И, в общем-то, сейчас вот точил. Стружка синяя не пошла. Ну и зато это чище края получились. То есть я меньше подачу подавал. Я когда с ним баловался, с этим резцом, скажем так, я его прям штурвалом резко подачу подавал и загонял его, что его загибало, ну уже на рессоре играет, его загибало, короче, прямо под деталь. И потом я отпускал штурвал, и рессора давит, и он, короче, автоматически режет. Вот так получалось. Ну тогда получается вот такая вот стружка. То есть деталь палит. И если кому не важно, что там деталь перегревается и так далее, то я еще раз говорю, можете взять себе на вооружение, пользоваться. Все равно лучше, чем болгаркой. И уже будете знать хотя бы и точите деталь, где-то вам нужна какая-то плоскость. Вот уже хоть как-то. Короче, комментируйте, обкакивайте. Кто-то, может, что совет какой даст дельный, может, что-то, правда, действительно, все приветствую. Может, что-то доработаю. Ну, над этим я еще буду работать. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Жду от вас интересных идей про самоделки. Все, всем пока, всем удачи, с наступающим. И вот, я с вами уже попрощался, но решил все-таки вернуться. После того, как я снял это видео, ну, короче, интересно было еще побаловаться, стружку попускать. И, короче, я сломал свой резец. Но примечательность в чем? Как мне похвалиться или позор свой показать? Короче, сломала у меня его на сварке. То есть пластинку не отрывает. Ее, конечно, точить и точить. Даже ни одной трещинки нет, ничего на шве сварочном. Что ж ты не ловишься, да? Наверное, видно вам, да? Что нет ни одной трещины. Пластинка, то что важное, оно держится. А отломился кусочек рессоры. То есть даже сварка осталась, а кусочек рессоры отломился. Но это в плюс. Чем пластинка пополам, лучше рессору наварить. Главное, что это более-менее работает. И поэтому все. До свидания, до новых встреч. Всем пока.